Не задавая вопросов, просто смотри, и карты сами расскажут тебе о главном, что надо знать прямо сейчас. Приветствую всех, друзья. С вами на связи таролог Алехандро. Мира вам и вашему миру. Сегодня мы с вами сделаем общий расклад Таро на знаки судьбы, о чем вам важно услышать прямо сейчас. Настраивайтесь на себя, на свою ситуацию в личной жизни и давайте посмотрим, что хотят вам рассказать карты Таро на ситуацию, на ближайшее будущее. Просто слушай и не задавай вопросов. Итак, давайте посмотрим немножечко в прошлое, настоящее и ближайшее будущее. Моменты, которые для вас актуальны, да? Эти две карты говорят о том, что было, эти говорят, что есть и что будет. Но посмотрим еще и помимо того, что есть и временные какие-то моменты, еще и знаки, да? Итак, самый главный знак прошлого. Вы не использовали какой-то шанс или использовали его. То есть, смотрите, вы либо не приняли какое-то предложение, либо приняли его. Почему говорю или-или? Потому что расклад общий, и вы сами должны понимать, какой шанс вы приняли и какой нет. Ну, давайте посмотрим, какой вы шанс приняли, а какой шанс упустили. Итак, вы приняли решение, но вы упускаете при этом шанс активное действие. То есть у вас, смотрите, шанс был, вы приняли решение, но не реализовали его. Понимаете? То есть с чем это могло быть связано? С чем это могло быть связано в вашей ситуации, в вашей жизни? Это могло быть связано с рисками какими-то, да, то есть вы либо не рискнули, либо побоялись, да, ну, то есть либо побоялись рисковать, либо, ну, просчитали риски и решили, что не стоит рисковать, да? То есть это было как минимум рискованно. Причины, да, почему так? Вы не видели или не понимали больше, или не чувствовали конкретного результата, то есть можно пока вас оправдать, да. Ну и здесь у нас есть звезда, а звезда говорит о том, что, скорее всего, вы хотели быстрый результат, но вам приходилось бы, ну, действовать на перспективу. Но, как минимум, какой-то стратегический шанс вы упустили. Давайте посмотрим, с чем конкретно, именно, что именно вы упустили. Да? 3 аспекта, которые вы упустили. Ну, возможно, вы упустили возможность себя защитить и в чем-то хорошо разобраться в каком-то вопросе, может быть, связанном с собственной защитой, может быть, с мужчиной. Как минимум, вы, может быть, не поняли кого-то или что-то, ну, например, мужчину. Ну, и мужчина, может быть, кого-то другого не понял. Дальше. Вы упустили шанс получить больше, и, возможно, воспользовались меньшим, а в стратегии проиграли больше. То есть, ну, как бы, например, да, вы взяли синицу в руках, а журавль в небе к вам так и не попал. Почему? Потому что нужно было долго ждать. Ну, то есть вы потеряли больше, чем получили в итоге в материальном плане. Ну и третье, возможно, вы потеряли отношения, которые ранее были, или можно было их как-то восстановить и наладить. Ну, вот такие 3 аспекта. Тут, по сути, деньги, материальное отношение и понимание, и общение с человеком. Вот такой вот месседж для вас из прошлого, да, который вам летит из прошлого. Но давайте посмотрим. Следующий месседж. Ну и опять у нас идет все-таки больше такое что-то волнующее. Это, скорее всего, отношения больше всего. Но это то, о чем вы переживали. Может быть, это отношения с мужчиной, с женщиной, да. А может быть, просто какой-то волнующий момент. Ну, давайте посмотреть, что это за волнующий момент у вас в прошлом.
Ну, это волнующий момент. Возможно, рождение ребенка. Возможно, отношения между мужчиной и женщиной. И, ну, тут может быть какие-то отношения сына и матери, потому что это материнские все-таки тоже такой архетип больше. Но это отношения между мужчиной и женщиной. Они вас волновали и все еще, может быть, оказывают какое-то влияние на ваше настоящее. Это вот как бы уже в прошлом, она отходит, но все еще к настоящему имеет какое-то отношение. Да? Какое отношение имеет связь мужчины и женщины в вашей ситуации к настоящему? Ну, здесь либо треугольник, либо эти мужчина и женщина связаны семейными узами. Да? То есть это что-то семейное. Это может быть отношения между мужем и женой. Это может быть отношения в треугольнике. Там муж, жена, любовница. И это может быть желание удержать или сохранить то, что очень дорого. У вас дорого, оно фанило вот в этой карте в предыдущем раскладе, да, в прошлом. Хорошо, давайте посмотрим, что именно конкретно связывает этих двух людей, этого мужчину и эту женщину, особенно если женщина телец, женщина рак и мужчина скорпион. Ну, в общем, мужчина водный, а женщина земная и водная. Что их связывает? Их связывает союз, возможно, брак, возможно, судебный процесс, возможно, бракоразводный процесс. Их связывает или развязывает закон. И их связывает или развязывает какая-то женщина. Причина этого всего. Какова причина? Причина этого всего скрыта. Мы ее не можем видеть, но мы можем допускать отношения, то есть любовные отношения, любовные треугольники, квадраты и то, что мы чувствуем, но не можем сказать явно. То есть может ли это быть магия? Да, возможно, потому что в доме рыб у нас все тайны, все магические знаки. Ну, давайте уточним. Влияет ли до сих пор магия из прошлого, да, особенно если были треугольники, квадраты и так далее. Да, да, она может вносить конфликты, хаос, неразбериху и агрессию в отношения ваши, как между мужчиной и женщиной, так и в коллективе, в окружении и среди друзей. Эта карта больше как бы к друзьям, но она может и влиять и на отношения. Поэтому смотрите, какой месседж. До сих пор скрыто по рыцарю кубков из-за отношений может влиять нечто темное на вашу личную жизнь, неважно, вы мужчина или женщина. И здесь этот месседж может говорить о родовых программах для женщины по линии отца и для мужчины по линии матери. Негативное влияние родовых программ на отношения с окружающим миром. То есть, ну, например, вы ссоритесь постоянно с коллективом или ссоритесь, например, с близкими людьми. Вот такой вот месседж. Мы с вами плавно переходим к периоду настоящего. И вот буквально вчера было, да? Вот буквально вчера. Буквально вчера кто-то или что-то принес вам боль, страдания. Может быть, от вас что-то отсоединилось. Может быть, вы пережили какое-то потрясение. Может быть, пережили операцию. Эта карта часто на операции. Давайте посмотрим, что вы недавно пережили. Ну, вы как минимум, может быть, от вас отвернулся человек, на которого вы рассчитывали. Он пошел своим путем и оставил вас за спиной. Это могли быть отношения мужчины и женщины, а может быть, вы просто не смогли приблизиться к своей цели, и у вас была какая-то просто неудача, да, вот не обязательно в отношениях, а просто вот вам было неприятно, потому что у вас что-то не получилось, да. Но
это все равно продолжает вызывать в вас интерес. Ну, например, у вас есть отношения с человеком, он от вас отвернулся, но вас это все равно интересует. Или у вас что-то не получается, а вы все равно это хотите сделать. Карты вам советуют, дают совет карты продолжать начатое, не отступать, интересоваться, проявлять не только интерес, но и проявлять силу, да? То есть направлять свою энергию. Энергия направлена всегда туда, куда направлено ваше внимание или ваш интерес. Ну и карты говорят, что скоро все изменится. Очень скоро. 13-й аркан говорит о серьезных переменах. И вы достигнете компромисса либо с человеком, с которым у вас есть разрыв, либо ситуация решится как-то, давайте так скажем, чудесным образом. 13 и 14 аркан идут по очереди. Вам просто нужно быть сильным, и ваша вот эта вот неприятная, нересурсная ситуация наладится так, что вы, может быть, или поверите в чудо, или поверите в себя, в свой ресурс, или поверите в свою магию, в свое искусство. Ну и, возможно, поверите в то, что вы интуитивно, да, сделали правильный выбор. Чего вам нельзя делать в этой ситуации? Или что не советуют карты в этой ситуации? Ну, давайте так. Карты не советуют прибегать к черной магии. И карты не советуют держать все под контролем. Если вы женщина, овен, лев, особенно лев и овен, стрелец, и не делегировать все свои силы какой-то женщине, которая управляет энергиями. То есть вам категорически нельзя отдавать свою силу и право распоряжаться женщине, овну, льву, ну и, возможно, не пользоваться черной магией этой женщины и своей черной магией, если вы эта женщина. Ну, вы услышали, да, вот такой месседж. Ну, давайте смотреть дальше. Это больше такое, знаете, как-то расклад у нас сегодня больше про отношения. Здесь идет такой фон, как будто бы есть некая ссора и есть очень серьезные разборки. Ну и вот уже завтра, да, и вот уже завтра у нас сближение. То есть судьба может послать вам исцеление. Судьба может дать вам сближение с человеком. Судьба вам сулит встречу. Давайте посмотрим. Исцеление, сближение и встреча. В контексте этой карты исцеление, сближение и встреча. Итак, что исцеляется? Исцеляется ваша судьба. То есть, возможно, будет выход на новые линии жизни, возможно, будет произведена перезагрузка матрицы судьбы в вашей жизни. Может быть, будет какой-то волшебный обряд, ритуал, и судьба вам предоставит новые обстоятельства. То есть, ваша судьба исцеляется. Особенно если вы работаете с негативными родовыми программами, которые мы затронули в этом вопросе. Они здесь идут для мужчины по линии матери и для женщины по линии отца. То есть у вас будет перезагрузка матрицы судьбы. Например, вам не везло в отношениях, будет вести. У вас не получалось исцелиться, да, каким-то образом. У вас пойдет сценарий другой запущен. Дальше сближение, да, сближение с кем, с чем? Сближение с мужчиной. Судьба дает вам, возможно, нового мужчину. Возможно, но может ли быть новый мужчина? Да, здесь может быть новый мужчина. Но также, если вы рассчитываете прямо на сближение с мужчиной из прошлого, мы о нем говорили здесь, он у нас был в этой карте. Помните, да? Кто забыл, смотрите
месседжи прошлого. И это может быть даже и родовая программа по линии отца, да, она у вас восстанавливается. Да. У мужчины может восстанавливаться родовая программа по линии матери. Также вы сближаетесь с силой, властью и с деньгами. То есть власть по отношению к вам будет более снисходительна. Слышите, да? То есть если вас власть преследует, вам будет легче. И с вами будет более снисходителен тот человек, которому вы ищете свое расположение. И с вами будет более... вам будут более рады финансовые потоки, потоки богатства. Да? Ну и именно вот... именно любовь и отношения здесь у нас идет, ну, здесь какой-то человек, который умеет работать, любит работать, он настойчивый, да, он успешный, возможно, он бизнесмен, предприниматель. Скорее всего, это мужчина. Но и мужчина, если как бы ведет работу по гармонизации своей жизни, своей судьбы личной, особенно в поиске отношений, да, то есть он, проводя эту работу над собой, над своей энергетикой, над своим физическим миром, да, внутренним духовным миром, он придет к результату. Какой результат вас ждет? Вас ждет успех, как в новых начинаниях на всех фронтах, которые мы здесь посмотрели, да, так и в семейной программе. То есть ваша родовая программа и матрица судьбы будет перезагружена, и вы сможете осуществить поездку или переезд в новую реальность. Это может быть и путешествие, и командировка, эмиграция, возвращение, допустим, если вы куда-то планируете вернуться и так далее. Но это очень хорошие карты, которые говорят как о любви и отношениях в внутреннем мире, который дает богатство, так и во внешнем мире с партнером, который тоже не беден и, главное, щедр. Вот такой вот месседж. Давайте заглянем немножечко в ближайшее будущее и посмотрим. Уже послезавтра, да? Уже послезавтра у вас будет выход. Вас ждет выход, да? Вас ждет выход, переезд, перелет в другую реальность. Выход из каких ситуаций вас ждет? 3 ситуации, из которых вы можете найти выход, и вот он выход. Вас же вот это колесо фортуны вам и перезагружает, да? Из каких 3 ситуаций? Ну, во-первых, вы сможете вернуть долги или погасить долги. Также, если вам нужна помощь, вы ее ищете, вы ее найдете. Также вы сможете запустить свой финансовый поток, денежный поток или свой финансовый канал. Вы его сможете перезагрузить. Это, скорее всего, будет происходить благодаря перезагрузке матрицы судьбы. Дальше. У вас закончится или развяжется какой-то кармический узел. И с ваших плеч спадет груз, который вы тянете или вынуждены тянуть в свою новую реальность. Вы, скорее всего, от него отвяжетесь. Почему так происходит? Потому что, когда вы делаете перезагрузку матрицы судьбы, вы перед этим всегда делаете, что отвязку, развязывая кармические узлы. То есть вы сможете отпустить кармический узел или кармический груз с ваших плеч будет сброшен. То есть закончится, будет закрыт гештальт. И это может быть, например, любой вопрос, но особенно финансовый и особенно тот вопрос, который вас гнобит, тяготит и мешает двигаться вперед. Или вы двигаетесь вперед как перегруженный, да, человек. Ну и 3 аспект – это аспект мужчины, огня и власти. То есть, смотрите, кого интересует отношения с мужчиной, вы этот вопрос решите, да? То есть найдете выход. У кого с начальником или с властью, вы решите. А огонь здесь – это энергия жизни. У вас появятся новые планы, и
новые планы будут формировать уже вашу новую реальность. То есть ваши старые планы, они уже вряд ли будут вас и тяготить, да, или старые проблемы вряд ли вас будут тяготить. Ну и эти проблемы, они касаются и здоровья, и финансов, и отношений, и власти. Здесь этот расклад, он больше как бы помогает нам понять предыдущий расклад, поэтому переслушайте здесь внимательно, посмотрите все арканы, и все инсайты придут к вам. Ну, а также поездка, переезд, путешествие, миграция и все, что связано с нахождением путей выхода из сложной ситуации, даст вам возможность двигаться вперед без особых усилий. И эта карта говорит о будущем. Она говорит как бы о том, чем успокоится ваше сердце или как сложится ваша судьба, что вас ждет в перспективе. Да? Вы уйдете в новую реальность, отпустив то, за что вы держитесь. Давайте посмотрим, а что карты Таро советуют вам отпустить или за что вам не советуют держаться карты Таро или высшие силы через карты Таро. Да? За что не надо держаться? 3 аспекта. Что надо отпустить? Старые идеи и старые планы. Вы как бы будете вдохновляться новыми планами. Почему? Потому что ваша матрица судьбы будет перезагружена. И у вас появится новая энергия, новые стимулы жизни, новые интересы, новые взгляды на жизнь, новые способы управления реальностью. От чего еще нужно отказаться? Возможно, вам нужно отказаться от наделения себя полномочиями за переезд или поездку, или наделения мужчины полномочиями за переезд и поездку. Я бы так сказал, вам здесь по этой карте не надо наделять мужчину полномочиями и ответственностью за то, что он двигается или двигает вашу реальность. Я бы так сказал, вам нужно отказаться от чужого управления лодкой вашей судьбы. И если вы со мной согласны, прямо сейчас поставьте пальчик вверх и напишите комментарии, что вы отказываетесь от постороннего управления лодкой вашей судьбы, и отныне вы сами будете управлять ковчегом вашей судьбы и направлять свою энергию, свое внимание и свои интересы в свою новую реальность. И вот еще от чего вам стоит отказаться. И вам нужно отказаться от чужих правил, от чужой игры и от конфликта. Поэтому, если у вас была рассорка, вы ее закроете, вы из нее выйдете, так или иначе. Но играть по чужим правилам вам не нужно. А вот что приходит в вашу жизнь и чем сердце успокаивается. Что приходит в вашу жизнь и чем успокаивается ваше сердце. Давайте смотреть. Итак, а приходит в вашу жизнь успех, победа, руководящая должность и мужчина, который может управлять, но смотрите, тут ваши интересы и ваше управление вами тут нужно понимать. Ну, вообще это карта успеха, то есть ваше сердце успокаивается успехом. Ну, женщины, которые ищут отношений, пожалуйста, вам приходит успешный мужчина. Но помните о том, что судьба ваша не должна быть под влиянием другого человека, да? Особенно мужчин. Что еще приходит в вашу жизнь? Приходит новый энергетический импульс, новая цель, также мужчина, и приходит энергия интима, энергия близости и энергия интимной страсти в вашу жизнь. Но, возможно, у вас появится новая цель, которая будет реально достижима. Ну и чем еще сердце успокоится, а вы сможете отпустить прошлые печали и тоску, исцелить свою душу радостью и наполнить свою жизнь мирным сосуществованием или мирной
жизнью, с окружающими и с тем человеком, которого долго ждали или к которому долго шли, или с той целью, которую долго ждали и долго шли, но либо не замечали, либо не давали себе еще один шанс рискнуть или шанс достичь і реалізувати ваше прийняте рішення. Все буде добре, лишайтесь на зв'язку. Почуємось. До зустрічі. Па-па.